Всем привет, с вами Владислав, вы на канале Hinode Japan. Я живу уже в Японии практически 7 лет. И за это время мне неоднократно задавали вопрос, изменила ли меня жизнь в Японии. На самом деле ответить на этот вопрос не так-то и просто. Потому что когда ты живешь несколько лет в другой стране, ты начинаешь принимать какие-то привычки, какие-то взгляды на жизнь. Но все равно внутри ты остаешься тем же человеком. И сегодня я хочу рассказать, поделиться своим опытом, что же действительно изменила во мне Япония, а что нет. На самом деле, когда я переехал в Японию, я как-то не задумывался о том, что Япония меня может изменить, потому что в то время в голове были совсем другие мысли. Это работа, жилье, вообще как привыкнуть к новому месту, к новой атмосфере. Поэтому было не до этого, я бы сказал. Я бы даже сказал, был такой довольно тяжелый период, потому что новая страна, новые люди, совсем другая атмосфера. Хоть и в то время я довольно хорошо разговаривал на японском языке, все равно нужно было адаптироваться к этой новой атмосфере. Поэтому я бы сказал то, что первые годы для меня, скорее всего, это была не жизнь, а адаптация. Первый раз, когда я приехал в Японию, это был 2014 год. Я был студентом второго курса. Приезжала сюда по обмену на учебу на полгода. Но это время, я бы сказал, мне было сколько, по-моему, 18 лет. Эти полгода очень быстро пролетели. Я даже не понял, что такое Япония. Конечно, было все круто, мне все нравилось, впечатления были просто сумасшедшие. Но, скорее всего, это время было для меня больше развлекательное. Хоть я и учился каждый день в университете, но очень много тусил с друзьями, и с иностранцами, и с японцами. Поэтому спустя эти полгода я так и не разобрался, что здесь к чему. Когда я приехал в Японию второй раз, уже именно работать, это был, кстати, 2019 год, я уже был настроен серьезно, мне было уже 23 года, уже было больше жизненного опыта. И поэтому я старался как можно максимально быстрее адаптироваться к новому месту, к новым людям, чтобы жить спокойно и не переживать за свою жизнь здесь. Даже когда я сюда переехал жить, для меня все равно какие-то вещи оставались необычными. Например, транспорт. В Японии очень удобная система поездов. Сначала она может показаться сложной, потому что много различных транспортных компаний, много пересадок. Поэтому тебя сначала это сбивает с толку. И ты думаешь, что, мне кажется, в этом никогда не разберусь. Но со временем ты начинаешь привыкать, тем более, если ты каждый день ездишь куда-то. Все в голове у тебя начинает это откладываться, название станций, компаний, где куда нужно пересесть. Сейчас много различных приложений также есть, чтобы составить свой маршрут правильно. И спустя некоторое время ты уже, в принципе, чувствуешь себя как рыба в воде. Еще один хороший пример – это мусор. В Японии ты не можешь просто закинуть весь мусор в один пакет и выбросить это. Здесь нужно его сортировать. Пластик, бутылки, консервные банки, то есть это все нужно разделять. И сдавать в определенный день. По первому времени вообще не понимал, как все это происходит. Постоянно путал местами мусор, путал дни, какой мусор нужно сдавать. Но спустя некоторое время привык, я даже помню, просто в один день решил, взял там какую-то брошюру, как правильно нужно сортировать мусор. Просто разобрался, посидел, подумал. И спустя пару недель уже, в принципе, привык
и научился правильно сортировать мусор. Наверное, первое, что действительно повлияло на меня, это отношение к порядку и уважение к другим людям. Когда ты живешь в Японии, каждый день ты видишь чистые дома, улицы, все аккуратненько, никто не мусорит, где попало, ну и не старается мешать окружающим людям. Например, в транспорте, особенно в поездах, люди редко разговаривают по телефону, потому что это запрещено. Ну и не стараются не создавать какого-то лишнего шума. Находясь в такой обстановке каждый день, я заметил то, что я стал вести себя так же. Всегда, когда сажусь в поезд, обязательно наушники. Никогда не разговариваю по телефону, если мне даже кто-то позвонит, даже если какой-то срочный звонок. То есть я уже к этому привык. Подстроился под это общество и сам стараюсь, да, никогда не шуметь и никого не тревожить. Также хотел бы выделить терпение. Жизнь в Японии реально тренирует твое терпение, потому что многие процессы здесь занимают очень много времени, и в каких-то случаях тебе нужно довольно долго ждать. Вот. Ну, допустим, какое-нибудь оформление документов, различные какие-то бюрократические процессы, когда ты идешь в администрацию, да, получить какую-нибудь карточку, оформить документы. То есть это очень много может занимать времени. Вот. По первому времени, конечно, да, я не понимал, почему так долго, да, какую-нибудь бумажку. Получить какую-нибудь бумажку тебя может занять там, не знаю, там месяц, 2 месяца. Вот. Немножко это раздражало. Но со временем я как бы понял то, что так здесь все живут, здесь так это все устроено. Вот. Нужно уметь ждать. Ну и как бы здесь ты с этим ничего не сделаешь. И со временем понимаешь, как бы, что спешка здесь ничего не меняет. И ты начинаешь к этому относиться более спокойнее. Ну вот даже отличный пример, да, с Масахито-сан, который покупал себе новую Honda Type R. Видео он рассказывал то, что свою новую машину он ожидал целый год. Представьте, да, вы идете в салон, смотрите машину, вот все определяетесь с покупкой, вот и вам говорят, вам нужно ожидать вашу машину год. Вот, и что вы будете делать? Конечно же, если вы хотите эту машину, то есть вам придется ждать. Как бы здесь вы ничего с этим не сделаете. Там, допустим, даже если скажете, давайте я заплачу больше, подготовьте мне машину за полгода, вот никто вам это не сделает. Вам просто скажут, вот такой-то период ожидания, вот вы либо ждете, либо до свидания. Причем он так это рассказывал, что как бы это в порядке вещей, да, вот год ожидания это нормально. Как бы, если ты покупаешь новый автомобиль, многие люди, то есть вынуждены столько ждать, вот, и для японцев это нормально. Жизнь в Японии влияет на отношение к работе, вот, и это я понял с самых своих первых смен, когда я только что начал работать в Японии. Кстати, работал я первые 3 года в гостинице, вот, прям такое японское общество было, были иностранцы, но 95%, наверное, это были, конечно же, японцы. С самых первых рабочих часов, так сказать. А я понял, что японцы трудоголики, они серьезно относятся к своей работе. Какая бы работа это ни была, японцы стараются подходить к этой работе ответственно и выполняют всегда ее аккуратно. У нас даже в гостинице была такая табличка, висела, по-моему, на кухне. Как бы девиз, да, было написано «Иваке шинай и чанто яру». В переводе это как «никаких оправданий, вот, выполняй свою работу бережно». Вот, и постоянно, то есть каждый день, причем даже по несколько раз, смотрел на эту табличку и параллельно еще смотрел на других японских сотрудников, как работают. И могу сказать то, что благодаря этому отношение к работе у меня поменялось. Вот теперь стараюсь всегда выполнять свою работу добросовестно, с большой ответственностью. Я бы сказал, что это огромный плюс, потому что это помогает тебе продвигаться, да, по карьерной лестнице. Японцы всегда это заметят, если ты хорошо выполняешь свою работу, не сачкуешь, так сказать, стараешься. Вот, и, соответственно, отношение к тебе будет в компании намного лучше. Может быть, даже какие-то поблажки будут делать в будущем. Ну и можно, да, повысить свою позицию в компании. Я бы сказал, что это огромный плюс для меня и очень хорошая вещь, чему мне удалось научиться у японцев.
Вот. Но с другой стороны, иногда слишком много думаешь о своей работе, даже после работы, когда приезжаешь домой, да, если что-то у тебя там какой-то незаконченный проект, либо еще что-то, какая-то проблема, вот, это в то же время может и негативно, да, сказаться на тебе, на твоем таком психологическом состоянии, я бы сказал. Поэтому я считаю, как бы ты ответственно не подходил к своей работе, да, как бы серьезно ты ее не выполнял, всегда должен быть баланс. Не перетруждаться, уметь переключаться, да, на какие-то другие вещи, убирать вот эти мысли о работе и уметь отдыхать. Жизнь в Японии также меняет отношение к деньгам, потому что здесь много обязательных расходов, да, такие как жилье, страховка, различные налоги, транспорт. Вот. Поэтому если не уметь правильно распределять свой бюджет, вот, деньги очень могут быстро уменьшаться. Поэтому важно следить за своим бюджетом, да, правильно тратить, и в будущем это тебе поможет не только сэкономить, но и также какие-нибудь деньги откладывать, так сказать, на черный день. Во многих банках японских даже есть специальные счета, можно открыть счет, допустим, на несколько лет, и ежемесячно, чтобы с основного твоего счета списывалась определенная сумма и уходила в этот счет, в закрытый счет, да, откуда ты не сможешь эти деньги забрать, пока определенная сумма не накопится. Вот. И я до сих пор, да, пользуюсь таким счетом, допустим, да, определяю сумму, там, допустим, 500 тысяч йен, там, на 3 года, вот, там, по 15-20 тысяч йен, с основного счета каждый месяц списывается сумма, да, и спустя 3 года у тебя уже такая крупненькая сумма накапливается, и ты можешь ее вывести и уже дальше тратить на что-нибудь. Вот для меня даже это такая вот мини-игра, я бы сказал, да, по накоплению денег. Вот, всегда приятно смотреть, причем всегда можно посмотреть, какая у тебя сумма уже накопилась. Вот, и я всегда с удовольствием, да, там спустя несколько месяцев проверяю этот свой закрытый счет и смотрю, сколько у меня накопилось. Когда видишь, что у тебя, да, какие-то есть накопления, вот, ну и сразу настроение повышается. Но несмотря на все это, я не могу сказать то, что Япония прям кардинально поменяла меня за эти годы. Многие мои интересы не поменялись, взгляды на жизнь тоже. Просто я бы сказал то, что добавился такой жизненный опыт, да. Вот, причем не просто жизненный, а именно ценный опыт жизни здесь. Когда я думаю о том, как жизнь в другой стране влияет на человека, я вспоминаю одну из своих любимых книг Эраста Фандорина. Там главный персонаж тоже какое-то время жил в Японии, изучал язык, культуру, вот, и даже боевые искусства. И он говорил очень одну интересную вещь о том, что он не пытался стать японцем. Он просто брал из японской культуры то, что считал нужным и правильным для себя, и тем самым формировал свой собственный характер. И спустя 7 лет жизни здесь я могу сказать то, что я сделал что-то похожее, что сделал Эраст. Я не стал японцем, но какие-то вещи из японской культуры стали частью моей жизни. Сколько бы ты здесь ни жил, ты никогда не станешь японцем, это 100%. Ты всегда будешь здесь иностранцем, и относиться к тебе будут тоже как к иностранцу. Но можно сделать так, чтобы это отношение стало лучше. Все зависит от тебя. Япония не сделала меня другим человеком, но она дала мне лучше понять, каким человеком я хочу быть. И теперь мне интересно узнать ваше мнение. Может ли жизнь в другой стране изменить человека? Напишите в комментариях и обязательно дайте мне знать. Мне будет интересно почитать. Всем спасибо, увидимся в следующих видео. Пока!